Вы никогда не задумывались над тем, как между собой общаются муравьи? Когда наблюдаешь их слаженными коллективными действиями, задаешься вопросом, как же они обмениваются информацией? Должны ведь у них быть какие-то способы общения. У муравьев есть разные способы коммуникации, сейчас мы разберем их поподробнее. Способность муравьев отличать членов собственной колонии от всех прочих насекомых – основа их общественной жизни. При встрече муравьи ощупывают, а фактически обнюхивают друг друга своими антеннами, проводя безошибочную идентификацию. Несмотря на высокоразвитую способность муравьев различать своих и чужих, их вводит в заблуждение запах многих других членистоногих, которые поселяются в муравейнике. По-видимому, у каждой колонии есть неповторимый запах, свойственный всем ее взрослым особям и обусловленный специфической смесью углеводов, секретируемых их кутикулой. Различия в составе этой смеси могут объясняться, по крайней мере частично, неодинаковым рационом насекомых. Давайте разберемся, при помощи каких веществ происходит химическая коммуникация. У муравьев высоко развита коммуникация с помощью особых сигнальных веществ. Те из них, которые используются в рамках одного вида, называются феромонами. Так, испуганный муравей предупреждает прочих членов колонии об опасности, выделяя феромон тревоги. Все уловившие его запахи или вкус особи того же вида также теряют покой. Другая категория феромонов называется праймерами. Они вызывают перестройку не поведения, а физиологического состояния. Так, праймеры, выделяемые уже находящимися в гнезде девственными царицами, подавляют появление новых фертильных самок, а праймеры, размножающиеся царицы, стимулируют развитие стерильности у рабочих особей. Выделяют еще две категории сигнальных веществ. Аламоны используются для межвидовой коммуникации и полезны только тому, кто их выделяет. К ним относятся, например, химические приманки для добычи. Кайромоны также служат для межвидового общения, но полезны наоборот, воспринимающему их организму. Так муравьи идентифицируют по кайромонам других насекомых. Также у муравьев присутствует физическая коммуникация, о которой мы сейчас и поговорим. Физические сигналы могут использоваться муравьями в сочетании с феромонами для модуляции или тонкой настройки смысловой нагрузки последних. Установлено, что муравьи общаются с помощью осязания, тактильных стимулов, например, при выпрашивании еды и звуков. Существование зрительной коммуникации у них не установлено, хотя у многих муравьев глаза хорошо развиты и видят они прекрасно. Рабочие особи некоторых видов слепы. Муравьи почти глухи к распространяющимся в воздухе звуковым волнам, однако весьма чувствительны к вибрациям твердых тел. Сами они вызывают такие колебания путем стридуляции или постукивания. Стридуляция, то есть генерирование звуков за счет трения друг от друга двух поверхностей, производится муравьем при неоднократном поднимании и опускании брюшка. Вот мы и разобрались в основах муравьиной коммуникации. Надеемся, данный видеоролик был для вас полезен. Удачи вам в ваших муравьиных начинаниях. Не забывайте заглянуть в нашу группу ВКонтакте.